Всем привет! На нашем канале много разных обзоров про радиоприемники, но этот обзор посвящается для самой доступной модели среди полнодиапазонных радиоприемников. Хотя этот приемник открывает широкие возможности для студентов и более продвинутых пользователей. Так что сейчас более подробно. Всем приятного просмотра. KKR24 Technologies. Поставляется радиоприемник в такой скромной упаковке, без какой-либо опознавательной маркировки. Для более надежной транспортировки приемник имеет вторую упаковку. В комплекте можем видеть также салфетку, провод USB стандарта mini-USB, есть телескоп, антенна организована на коннекторе BNC стандарта, так скажем, лучшее решение среди радиоприемников в плане ремонта пригодности. И длина такого телескопа 75 сантиметров. Есть еще такие самоклеящие ножки-наклейки для устойчивой фиксации приемника на плоскости. И такой скромный буклет в качестве руководства пользователя. Есть все основные диапазоны радиоприема, и эта обновленная модель позиционируется как более лучшая работа в плане демодуляции, более высокая чувствительность, и в целом, несмотря на то, что система основана на базе Arduino, работает стабильнее предыдущих версий. Коротковолновый SV-диапазон и в зависимости от частоты и длины волны разбиты на удобные поддиапазоны частоты, ну и еще средние и длинные волны. Приемник смотрится отлично, и это не просто приемник, а, так скажем, технический конструктор. Смотрим размеры. Функции зарядки и прошивки производятся с помощью одного гнезда mini-USB. Не знаю, как в прошлых версиях, но у старых моделей были два отдельных гнезда для каждой задачи. И ход работы зарядки отражает вот такой красный индикатор светодиодный, который при завершении зарядки загорается вот таким зеленым цветом. Или вместо зеленого синим цветом, как в моем случае. Ток зарядки составляет всего 160 мА. Обусловлено это специальным типом аккумулятора, который применяется в данных приборах. Гнездо стандарта mini-jack 3,5 мм для подключения наушников или же использования в качестве AUX выхода. Справа расположен механический переключатель для выбора частотной или амплитудной модуляции. В зависимости от выбранного диапазона нужно переключать соответствующий режим. И для антенны вот такой BNC разъем, надежно зафиксированный на корпусе. Ну и такой механический переключатель для включения и выключения радиоприемника. Первое включение, и видим версию прошивки. Интересно узнать и версию вашего радиоприемника. Такой же щелчок при включении слышу и в старых версиях, и по-хорошему здесь надо бы делать плавный пуск, либо небольшую задержку на выходе. А так сильно разряжающих деталей аппарата нету, соответственно такие всплески не смогут вывести из строя данный динамик. Несмотря на столь компактный размер дисплея, реально смотрится очень красиво, и OLED технология, которая применяется в данном дисплее, настроена таким образом, чтобы исключить и шум мерцания, ну и прекрасно отражать угол обзора практически под любым градусом. С помощью кнопки Band можем переключаться между диапазонами, выбирать короткие, средние, длинные волны, а SV-диапазон в данном режиме представлен уже сразу в поддиапазонах. А далее снова повторяется УКВ, КВ диапазон, но чтобы подряд много все не перелистывать, с помощью второй кнопки Band диапазоны можно уже листать в обратном порядке.
то есть в диапазонах перемещаться вперед-назад. И данная верхняя строка на дисплее полностью отвечает за работу счетчика индикатора диапазона. И эти кнопки позволяют регулировать громкость и регулировать, возможно, в значениях от 1 до 63 единиц. И на максимальной громкости для столь компактного приемника звучит прям очень громко. Кнопка Step позволяет выбирать шаг переключения, хотя в FM диапазоне шаг постоянно зафиксированный, а вот амплитудной модуляции спокойно можем переключаться. Из доступных можем выбрать шаг 1 кГц, 5 кГц или 10 кГц. А с помощью данной кнопки, независимо от амплитуды сигнала, есть поддержка автоматической регулировки усиления сигнала, так скажем, для плавного или ступенчатого изменения интенсивности колебания амплитуды. Эта кнопка позволяет ограничивать или, правильнее говоря, выбирать узкую или широкую полосу пропускания, и в зависимости от выбранного диапазона частотный коридор может варьироваться от 1 до 6 кГц. Хотя в однополосной модуляции для режимов LSB или USB, то ширину полосы пропускания можно регулировать в промежутке от 0,5 до 4 кГц. И с помощью кнопки моды из обычной амплитудной модуляции можем переключаться в режим SSB. Волкодер при вращении позволяет листать частоты вперед и назад, ну и также выполняет роль кнопки. И в данном режиме SSB на третьей строке появляется вот такой раздел. И если на привычном вращении волкодера идет перемещение основной частоты, и короткое нажатие волкодера позволяет переместиться, если не ошибаюсь, в этой функции в режим настройки частотного осциллятора. А смещение теперь будем производить не в килогерцах, а в герцах. И это, мне кажется, еще один преобразователь частоты супергетеродины для изменения, или так скажем, для возможности восстановления из очень слабого сигнала демодуляции более правильной формы амплитуды. Простыми словами, из очень слабого шумного сигнала вытаскивать более годную для прослушивания форму сигнала. Прежде чем начнем слушать, заглянем и в начинку прибора. В отличие от старых моделей, вместо G контроллер теперь стоит с маркировкой 340C. Цвет текстолита тоже в черном цвете вместо зеленого ранее, а самые основные изменения коснулись и заземляющей проводки в панели управления, и эта маленькая сборка теперь интегрирована в основной единый блок текстолита, и это позволяет избежать скрытой опасности в процессе пайки и сборки устройства. Силовой тракт усиления звука собран на микросхеме 8002. Это низковольтный одноканальный мостовой усилитель класса D. Этот класс, конечно, не самый лучший, особенно если смотреть глазами Hi-Fi, а здесь это просто хороший усилитель с очень хорошей энергоэффективностью. Ну и мощность в 3 Вт спокойно раскрыть весь потенциал даже столь крупного динамика. Но при этом хочется отметить про уровень гармонических искажений, и для тех, кому важна не громкость, а качество передачи, то тогда есть смысл поменять нагрузку на более высокоомную, то есть достаточно поставить динамик с мощностью 1 Вт и сопротивлением 8 Ом. Ну и по идее энергопотребление тоже должно снизиться в 2 раза. Выходной каскад для наушников собирается на базе стереоусилителя класса AB, и данная микросхема 1308 способна развивать мощность до 80 мВт на канал. И этого вполне достаточно даже для высокоомной нагрузки. Громкость тоже высокая, и чтобы не повредить слух, не стоит выкручивать громкость на максимум. Хорошее качество звучания и в связке с усилителем мощности
А сердцем данной радиосистемы является очень популярная микросхема CI4732. Если не ошибаюсь, аналогичный ставят и на более продвинутую старшую 25-ю модель. Также данную микросхему можно увидеть и в популярных приемниках Texam PL330 и множество других моделей. Стоимость такого аппарата примерно 3000. И если кому-то это покажется дорого за столь профессиональный инструмент, то в природе существуют и комплекты для самостоятельной сборки, и даже без корпуса, и ценой почти в 2 раза дешевле. И тогда можно собирать на свое усмотрение, ставить более крупные кнопки или же выводить энкодер сбоку, как на традиционных радиоприемниках. Много жалоб по поводу энкодера на старых моделях. Производитель учел эти моменты, и в этой модели данный орган уже с завода идет хорошего качества. Несмотря на неаккуратные следы канифолии, надежно сварена прямо в панель управления. И на схеме видно, сигнал поступает беспроводным способом. Это и более высокая стабильность, надежность и, соответственно, более высокий срок службы. Хотя основной сигнал все еще передается по шлейфу, но это уже никак не влияет на скорость и качество работы приемника. И за приличное время тестирования глюки данного органа управления ни разу никаких проблем. Все переключается очень четко и никаких случайных ошибок. Динамик здесь прям очень большой, учитывая размеры приемника. Ну и из недостатков простая фиксация на клей герметик. И для тех, кому нравится тихое, комфортное прослушивание перед сном, несмотря на хорошую систему шумоподавления, поскольку даже не с очень стабильной станции вытягивается довольно неплохое качество сигнала, а вот при нулевой громкости можете прислушаться, как работает фоновый шум. Но это в большей степени беда цифрового усилителя. Раньше этот класс использовали исключительно для работы в связке с сабвуфером, где погоня исключительно за мощностью. А так этот шум при проигрывании радио на даже тихой громкости и на расстоянии вытянутой руки надо еще постараться услышать. Хотя, повторяюсь, этот шум можно убрать при правильном подборе динамика с меньшей мощностью и более высокой чувствительностью. Сейчас будем слушать, и что касается прошивки, мне кажется, это пока что самая стабильная версия из стоковых. Есть смысл исправить и работу с РДС, и основной индикатор частоты. Также есть смысл делать в центре дисплея, объединив сразу две строки для более крупных цифр. Так будет значительно комфортнее для восприятия. Соберем вопросы и по этой теме создадим отдельный видеообзор, так что можете писать в комментариях. Запас емкости также никогда лишним не бывает, и в этой модификации производитель положил полноразмерный, как видим, на всю длину хороших размеров аккумулятор. И напряжение, как видим, 3,8 вольт. А так здесь полно свободного места, и лучше всего было бы установить два элемента питания стандарта 18650, и тогда запас емкости мог бы достигать целых 6000 мАч. Перфорация для динамика здесь может быть не так красиво, и здесь производитель снова учел ошибки старой модели, и вместо данной перфорации была установлена разъемная решетка, сетка, похожая как на этом приемнике, но никак не зафиксированная, и при случайном контакте то выпадает или продавливается. В целом здесь хоть и дешево и сердито, но зато надежно и долговечно. И этот малыш, несмотря на невысокую стоимость в связке с хорошей внешней антенной, благо для этого есть отличный BNC разъем, и тогда приемник превращается в профессиональный инструмент.
И эта маленькая коробка в руках опытного пользователя начинает творить чудеса. И теперь начнем слушать с FM диапазона. Можете оценить качество. Относится к ней с полным доверием. И сейчас, услышав в разгар лета под вечер раскаты далекого грома, решение властей Лимы вызывает лишь сожаление и заверил, что неразрывно его задружно. Говорится заявление Минкультуры. о валютах. Официальный курс доллара на... А прибрать пришлось по-настоящему. Ведь прилетают, как задумчиво сказал Ельциновский, гости не из тех. Въезда. Еще 3 спорткомплекса появятся в Раменках, Зеленограде и Новой Москве. Официальный курс доллара на ВК. Спорт, и кто к нам сейчас присоединился, может наблюдать по видео или слышать. Видим отличное качество звучания. Возможно, это и благодаря хорошему шумоподавлению. Но есть еще один такой недостаток, который следует исправить, а именно независимо от регулятора громкости. Для примера, сейчас индикатор стоит на нуле, и при выключении и включении приемника, хоть и сохраняется выбранная частота, но идет сброс по громкости. И каждый раз работу начинает значение 45 единиц уровня громкости. Спереди и снизу это вентиляционные отверстия, хотя в роли охлаждения выступает и весь металлический корпус в качестве радиатора. Хорошо рассеивает тепло и не дает приемнику перегреваться. Многие пользователи и зрители давно уже, наверное, заметили отсутствие внутри ферритовой антенны, поэтому в данном приемнике качество этого диапазона будет на уровне карманных радиоприемников, хотя исправить ситуацию можно и качественной внешней антенной, которая также одевается в гнездо телескопа. То есть сейчас все диапазоны на этом приемнике принимаются на телескоп. Далее послушаем и СВ-диапазон. Также поддержку развития канала не забудьте ставить лайки и писать комментарии. Музыканта для настоящего, это чтобы его музыку слушали, ценили и вообще поднимать настроение. То есть, это наш долг, можно сказать, перед человечеством. Улыбнулся мне, только собрался было прятать свою руку в варежку, как что-то почувствовал, и по его Именно поэтому в ее суждениях о тюрьме так много метафизики. Тюрьма — это концентрат вообще российского бытия, но не того. 90% ставок резко возрастает стоимость обслуживания этих долгов. И уже несколько стран находятся, по сути, в дефолте или близко к этому. Работников остались целые. Крупные промышленные банки не могут начинать долгосрочный. Сейчас для любителей послушать радио любительский диапазон слушаем в том числе и СВ-диапазон. 1, 2, 3, 4, 5. Да и так вечно, там по выходу как бы чуть перебор. Они вот эти вот Беллинджер, Хемисы, они примерно одно и то же получается, просто прибамбасить их чуть побольше. Посеребряная такая хорошая сила была
Вот. И вот эта колесико, которая бегала, так скажем, там она на оси где-то 5 или 6 миллиметров. Они бегали бронзовое колесико. Да, я тоже уже буду выключаться, наверное. Уже устал. Валерий, вам всего доброго. Спасибо, удачи, здоровья. Результат на телескоп очень даже неплохой. Теперь будем проверять СВ диапазон. И на этом диапазоне очень много вещания на популярных языков мира. Есть и русскоязычные каналы. Не забудьте подписаться. Всем спасибо за просмотр.